Как говорит один мой приятель, воскресное утро создано для того, чтобы валяться в кровати и смотреть телек, но также для футбольных выездов. Я выехала в Бернли из Ливерпуля. Нет прямых поездов туда, надо ехать с одной станции, с одной пересадкой в Престоне. В общем, ехать долго. Хочется спать. Что ж, я приехала в Престон и, естественно, отменили следующий поезд. Такое очень часто в Англии происходит, причем иногда просто, по-моему, потому что не пришел машинист или что-то типа того. Уважительная причина, короче. Действительно, кто будет управлять, если машиниста нет. Но, к счастью, следующий до Бернли очень скоро, вот буквально через 16 минут. Болельщиков что-то не видать пока. Смотрите, не опоздайте, господа, с этими отменами вечными. Между прочим, город первых чемпионов Англии. Раз. Поезд пришел, едем в Бернли, даже болельщики появились уже наконец-то. Мне кажется, дождь пошел. Извините мне мой уставший вид, просто за последние 2 ночи, мне кажется, спала часа 4. Сначала был ночной автобус в Ливерпуль, а потом пришлось очень рано вставать, чтобы ехать в Бернли. Ну что, мы в Бернли. Знаете, первое, что я здесь вижу, сейчас покажу, что какой-то разрушенный дом, бывший паб. Ну ладно, идем в центр города, до футбола еще куча времени, и это прекрасно, есть время прогуляться. Я думаю, есть смысл сразу идти к стадиону, потому что до матча всего 3 часа. Мы посмотрим, что там вокруг стадиона. Вот как раз знаменитый паб Royal Dutch, он до сих пор существует. Он там вот прямо рядом со стадионом, еще там говорят, очень прикольное поле для крикета есть. Никогда не была в Бернли, и очень многие болельщики других команд, не Бернли, естественно, описывали мне это место как дыру. Но если честно, вот чем ближе я иду к центру, тем симпатичнее становится городок. Смотрите, школа здесь была основана в 1559 году. Ничего себе, да? На самом деле Бернли очень старый город. Уже в 12-13 веке он упоминается в летописях. В общем, существовал уже тогда. План вообще зайти в The Royal Dutch и посмотреть, что это за паб. Надеюсь, туда пускают не только болельщиков Бернли. Уже вижу впереди стадион, но сначала в Royal Dutch Stadium. Очень крутой паб, он устроен как стадион. Тут есть место для гостей, есть место для, собственно, болельщиков, хозяев, есть место даже для рефери и лайнсменов. В общем, красотища. The pub was called the Princess Royal. I can't remember exactly what year it got named the Royal Dutch, but obviously it was named after the work he did here at the football club, and what he means to the fans is still a great deal. I think he'll always be synonymous with the town and the football club. He ultimately took us from the bottom end of the Championship into Europe and had many successful seasons in the Premier League, and yeah, I think even the success we continue to have now is a big part down to him, and I think he'll always be welcome back in Burnley and this pub in particular for a beer, yeah. Смотрите, даже на бокальчиках рисуют. Это стакан пластиковый. Шон Дайч, без сомнения, великий, кто мы, чтобы спорить. Человек потрясающий, с чувством юмора, какой у него колоритный голос, великолепные пресс-конференции. И для Бернли тоже сделал очень много. Футбол его кому-то нравится, кому-то нет, мне скорее нет. Но это дело вкуса, сами понимаете. И, кроме того, Бернли – город контрастов. Дело в том, что этот город также ассоциируется с совсем другим тренером – Джимми Хоганом. Он родился здесь неподалеку от Бернли и похоронен здесь тоже в Бернли. Так вот, Джимми Хоган, он немножко играл в Бернли, но никогда не тренировал этот клуб. Хотя послужной список Хогана велик, просто велик. Так вот, Хоган считается одним из прародителей современной игры в пас, шотландской игры, так сказать. Первыми тут были шотландцы. Почему, кстати? Посмотрите мой выпуск про Квинс Парк, там шотландцы все прекрасно объясняют. Но вот Хоган также является одним из прародителей этого замечательного атакующего стиля. И в том числе Хоган работал в Венгрии, прививал свой футбол там. И, грубо говоря, если бы не Хоган, не было бы у нас сейчас Сабаслая. Не вырос бы такой игрок, как Сабаслай, который так прекрасно играет в пас. Вот
what do you expect from the game? I think it's obviously going to be tough for us, isn't it? I think Liverpool will be strong favourites. We're going to need a lot of luck to go our way in order to get anything from the game, but ultimately you've got to try and be positive, and try and stop Liverpool scoring a few goals, I think. Я вовремя вышла из паба, смотрите, наши ребята приехали как раз. Приближаемся к стадиону, пока болельщиков тут немного, но вот автобусы только-только приехали. Посмотрим, сегодня же еще Исак, по идее, должен дебютировать. Ну, удобнее соперника не найти. Сегодня такой выпуск больше про Бернли, чем про Ливерпуль, если честно. Пойду искать клаб-шоп. Тапки выглядят очень уютно. В первую очередь нас интересуют значки, конечно. Вот такие клубные значки, всего по 3 фунта. Но вот Исака нет, а новая прекрасная зеленая форма есть. Как же она мне нравится, просто невероятно крутая. У меня правильное место рядом с болельщиками Ливерпуля. Как вы знаете, игру я стараюсь особо не показывать, все равно хорошо снять никогда не получается. С большими камерами, как вы знаете, сюда вообще нельзя. Буду показывать на реакции болельщиков Ливерпуля. Как-то очень быстро наступило время Боврила, я вам скажу. Ну почему осень так быстро всегда наступает? Ехали, а Иска-то и нет, и даже в запасе нет. Не в форме еще человек. We got him from Newcastle in a state where you could say his pre-season is going to start now. Alex is far from ready for that schedule of 3 games in a week, 90 minutes. Долго там МакАлистер сейчас лежал на газоне, как-то стало страшно, если честно. Брэдли пошел разминаться. Давайте без травм как-нибудь. Еще больше теперь извиняюсь за свой вид, дождь пошел, просто невозможно сохранять лицо. Чуткеркиша быстро заменили, ну и, кстати, Робертсон так немножечко обострил игру, но вы же знаете, как я его люблю. Yeah, look, he'll be the starting left back Liverpool in the future, and it's up to me to push him this season and help him improve as well, and he'll do that. And he's got a fantastic future ahead of him, and the here and now is good as well. And he just needs to keep working hard and not let today affect him too much. He won't. He's a confident lad. So then the only way you can lose it is if we go down to 10, and I didn't want to take that risk, which was hard for Milos, because normally you don't have to take a player off if he has a yellow before. But I felt this was the best choice. Like I says, I'll help him as much as I can, but also I do want to play games, and I want to be, the starting left back. I've got to keep pushing myself to try and produce the levels that I know I can do as well. Дождь заменился ветром, а у нас тут тревожненько, так надо сказать. 15 минут остается. Не могут они нормально просто взять и выиграть. Пенальти идет без Салаха. Ну не знаю, я боюсь, как он бьет пенальти. Последние разы это было чудовищно.
2019-2020 was the last time you started the season with 4 straight wins as well. Was it? Ничего себе, да? Мне кажется, это уже прямо мистика какая-то. Ни одного матча нормально не выиграли. Все как-то волшебно. В последние минуты чудесные голы со штрафных, люди, выходящие на замену. С этими ребятами не соскучишься. You need to start, winning games a bit more comfortably. Now that's Newcastle. Arsenal was just won by a moment of pure brilliance. Bournemouth was late, and today was late. So we do need to get better. We do need to improve. But it's pleasing that we've got 4 wins when we're not at our peak. Стараюсь как можно скорее добежать до паба имени Шона Дайча, потому что опять полило. Господи, выгляжу отвратительно. Вот догнала автобусы. Опять. В общем, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. В общем, все как всегда. До новых встреч. Они когда-нибудь выиграют нормально.